11 лет. Именно столько Кенан Мирза-Оглу не появлялся на съемочной площадке рядом с этой женщиной. И вот на этой неделе появился первый кадр. Они снова вместе, в одном сериале. Я посмотрел на это фото и, честно говоря, на секунду забыл, какой сейчас год. Кто она, многие из вас уже догадались. Но в этой истории есть деталь, о которой почти никто не говорит. И ее я оставлю на самый финал выпуска. Дальше Халид Эргенч. Вот тут я удивился по-настоящему. Мы ведь знаем этого человека, кажется, вдоль и поперек. Каждую роль, каждый проект, каждое интервью. А выяснилось, что параллельно со всей его актерской жизнью уже 1,5 десятка лет существует совершенно другая. И я почти уверен, что большинство из вас о ней даже не слышали. Когда я проверял эту информацию, одна цифра заставила меня остановиться и перечитать заново. Какая, расскажу, когда дойдем. А Альп Наврусы тем временем собирается в Венецию. И едет он туда не отдыхать и не позировать на фоне каналов. Причина такая, что приятно будет каждому, кто в свое время смотрел один его сериал. Возможно, и вы его смотрели, даже не подозревая, чем эта история обернется спустя годы. Кроме этого, сегодня свадьба, которую сыграли буквально вчера, и новости со съемок «Роз и грехов», где во втором сезоне появится человек, способный изменить всю историю семьи Серхата. 5 историй. Все свежие, все проверенные. Начнем с новости, которая пришла прямо со съемочной площадки. «Роза и грехи» вернулись в работу. Команда уже снимает второй сезон в Стамбуле. И это не слухи и не источники сообщают. Канал D подтвердил все официально. Более того, канал назвал дату – 12 сентября. Меньше 3 недель и продолжение выйдет в эфир. Но самое интересное в этой новости – не дата. В семье Серхата появится новый человек – Юсуф Теджер, отец героя Мурата Йылдырыма. И вот здесь начинается настоящая интрига, потому что кто сыграет эту роль, до сих пор неизвестно. Переговоры с актером идут прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем. Канал молчит, имя не называют. А теперь подумайте сами, почему это молчание так важно. Отец главного героя – это не роль на 2 сцены. Рядом с Муратом Йылдырымом нельзя поставить случайного человека и надеяться, что зритель поверит. Нужен актер, который одним появлением в кадре даст понять – вот глава семьи. Такие артисты в Турции наперечет, и каждый из этих имен зритель знает в лицо. Поэтому я почти уверен, когда исполнителя объявят, обсуждение начнется еще до того, как он произнесет первую реплику. Гадать не буду, и вам не советую верить тем, кто уже точно знает. Турецкое телевидение не раз показывало: сегодня один кандидат, завтра другой, а объявляют в итоге третьего, о котором никто и не думал. Но вопрос вам задам. Кого вы сами представляете в роли отца Серхата? Напишите в комментариях. Будет очень интересно потом сравнить ваши варианты с официальным объявлением. И есть и еще одна деталь. Второй сезон не собирается сидеть в привычных декорациях, часть событий развернется в Софии. Почему герои окажутся в Болгарии, я рассказывать не стану. И это не потому, что не знаю. Просто есть вещи, которые лучше увидеть на экране, чем прочитать в пересказе. Скажу одно. Причина связана с историей, которую первый сезон оставил открытой. И вот что мне в этом нравится. Самая частая болезнь вторых сезонов – ходить по кругу. Те же комнаты, те же ссоры, слова чуть переставили и подают как новое. Здесь пока признаки обратного. Новый серьезный персонаж, новая страна, расширение самой географии истории. Станет ли сезон сильнее первого, увидим после премьеры, но заявка сделана правильная. А теперь деталь, которая к сюжету отношения не имеет, но пропустить ее нельзя. Пока команда выходила на площадку, в жизни самого Мурата Йылдырыма произошло событие поважнее любых съемок. Мурат и Иман Эльбани во второй раз стали родителями. У пары родился сын. Назвали Керемом. Только вдумайтесь, как совпало. На экране у его героя семья вот-вот станет больше.
и в реальной жизни актера семья стала больше. Я не буду делать из этого красивых знаков судьбы. Жизнь не сценарий. Но согласитесь, начать новый съемочный сезон в неделю, когда у тебя родился сын, такое запоминается на всю жизнь. От души поздравляем Мурата и Иман. Так что у поклонников «Роз и грехов» теперь два ожидания. Премьера 12 сентября и имя актера, который сыграет Юсуфа Теджера. Второе, подозреваю, прозвучит раньше. Мурат Йылдырым остается в Стамбуле. У него впереди месяцы работы. А вот другому турецкому актеру в начале сентября предстоит дорога. Недолгая, всего на несколько дней. Но за эти несколько дней в его карьере произойдет то, чего многие актеры ждут десятилетиями. Альпа Навруза ждет Венеция. В начале сентября Альп Навруз сядет в самолет до Италии. И я сразу скажу, что это не отпуск и не съемки. Его ждут в Венеции и ждут в качестве, которое в актерской биографии случается редко. Расписание уже известно. 4 сентября пресс-конференция, 5 церемония. А на этой церемонии Альпу Наврузу вручат международную награду Best International Actor. Премия называется Кинео Award, и проходит она в Венеции в те самые дни, когда город живет знаменитым кинофестивалем. Здесь я должен сделать одну важную оговорку. Именно потому, что многие сейчас напишут это неправильно. Это не награда самого Венецианского кинофестиваля. Кинео – отдельная международная премия, которая традиционно проходит в Венеции параллельно с фестивальными днями. Я специально проверил. Организаторы уже официально назвали Альпа среди звезд церемонии этого года. Так что факт железный, просто формулировка должна быть честной. На этом канале мы желтых заголовков не делаем. А теперь самое интересное. За что награда? За «Сказку острова». Да-да, тот самый сериал. Он давно закончился в Турции. Актеры разошлись по другим проектам, зрители переключились на новые премьеры, и, казалось бы, история закрыта. А в Италии в это время «Сказка острова» жила своей жизнью, и жила настолько хорошо, что итальянцы решили, этот актер заслуживает международную награду. Вот это, честно говоря, цепляет меня сильнее самой статуэтки. Смотрите, что получается. Мы привыкли мерить турецкие сериалы рейтингами внутри Турции. Высокие цифры – успех. Низкие – закрыли, забыли. А потом проходит несколько лет и выясняется, что где-то в другой стране этот закрытый и забытый проект собрал целую армию зрителей и теперь везет своего актера на красную дорожку в Венецию. Сериал закончился, а работать на человека не перестал. И мне кажется, вы понимаете это лучше кого бы то ни было. Ведь многие из вас точно так же возвращаются к любимым турецким сериалам спустя годы. Пересматривают, советуют подругам, спорят в комментариях о героях, которых сыграли 10 лет назад. Итальянцы, как выяснилось, ничем от нас не отличаются. Кстати, перед поездкой Альпа уже заметили за покупками. Судя по всему, к Венеции он готовится основательно. Но делать из похода по магазинам отдельную новость я не стану. Куда важнее то, что произойдет 5 сентября. А вы смотрели «Сказку острова»? И вот честно, когда сериал выходил, могли вы представить, что именно эта работа спустя годы приведет Альпа Навруза к международной награде? Напишите, интересно, сколько среди вас тех, кто верил в этот проект с самого начала? Венеция, красная дорожка, вспышки камер красиво, спору нет. Но иногда самое важное событие в жизни человека происходит совсем без фотографов. В минувшие выходные в Стамбуле прошла церемония, о которой не объявляли заранее. Узкий круг, только семьи и самые близкие. И только на следующий день стало известно, одна из знакомых вам турецких актрис вышла замуж. Зехра Йылмаз вышла замуж. Вечером 24 августа в Стамбуле. И здесь нет ни якобы, ни по слухам, ни инсайдеры утверждают. Свадьбу подтвердила турецкая пресса. Все официально. Это случилось буквально вчера, так что вы сейчас узнаете одну из самых свежих новостей турецкого шоу-бизнеса. Избранник Исмаил Гюндогду, продюсер и владелец компании Suresh Film.
То есть человек не со стороны, он из той же индустрии, просто по другую сторону камеры. И вот что мне нравится в этой истории, в ней есть нормальная человеческая последовательность, которую в шоу-бизнесе встречаешь все реже. Смотрите сами. Около 2 лет отношений, без публичных сцен и загадочных намеков в соцсетях. 12 июля помолвка в Стамбуле. И всего через 1,5 месяца свадьба. Никто не тянул, никто не устраивал из личной жизни многосерийную драму с расставаниями и примирениями. Встретились, были вместе, решили, поженились. Церемония прошла в узком кругу. Семьи и близкие друзья. Без дворцов, без трансляций, без армии фотографов. По-моему, это говорит о паре больше, чем любая пышная свадьба на 500 гостей. Если вы сейчас вспоминаете, откуда знаете Зехру, подскажу. Безграничная любовь и основание Осман. Для зрителя турецких сериалов это давно знакомое лицо, а не случайное имя из светской хроники. И тем приятнее, что новость о ней сегодня не про роль и не про слухи, а про настоящую жизнь. Знаете, я много лет слежу за новостями этой индустрии, и обычно личная жизнь актеров – это бесконечный сериал. Кто на кого подписался, кто кого удалил, кто с кем замечен. А тут тихая, спокойная, состоявшаяся история. Читаешь и просто по-человечески радуешься. А как вам такие свадьбы в кругу своих, без превращения личного дня в телевизионное шоу? И кстати, интересно, вы Зехру больше помните по безграничной любви или все-таки по основанию Осман? Напишите, по вашим ответам всегда видно, какие сериалы у аудитории канала остались в сердце. И раз уж мы на середине выпуска, короткая пауза на 1 секунду. И если вам заходит такой формат, без желтых заголовков, с проверенными фактами и нормальным человеческим разговором, подпишитесь на канал. Здесь каждая новость перед выпуском проходит проверку, и вы получаете то, что подтверждено, а не то, что громче звучит. А впереди у нас еще 2 истории, и, забегая вперед, скажу, следующее удивило меня самого. Потому что со свадьбой Зехры все понятно. Актриса, продюсер, 2 года отношений, церемония. Понятная история, теплая. А вот дальше история, после которой я сам переспросил. Подождите, он и этим занимается. Речь о Халите Эргенче. Человеке, про которого, казалось, мы знаем все. Султан Сулейман, Анур, десятилетия на экране, каждая роль на виду. Но есть у него одна сторона жизни, о которой большинство из вас, я почти уверен, услышит сейчас впервые. Она существует уже около 15 лет, и она не имеет к актерству вообще никакого отношения. Итак, Халит Эргенч. Если попросить вас описать этого человека, ответ будет быстрым. Султан Сулейман, Анур из «Тысячи и одной ночи». Один из самых крупных актеров своего поколения, лицо целой эпохи турецкого телевидения. Кажется, за столько лет мы узнали о нем все, что можно узнать. Так вот, около 15 лет параллельно со всеми ролями, съемками и премьерами в жизни Халита существует совершенно другое дело. Премиальные акустические системы. Не реклама, не лицо бренда, который поставили рядом с товаром за гонорар. Халит занимается звуком по-настоящему, вместе со своим давним другом Саидом Шахином. Их проект называется One's Custom Sound. И это давняя история, выросшая из его личного интереса к качественному звучанию. 15 лет, вдумайтесь, это дольше, чем идут иные актерские карьеры. И это не гараж с колонками для знакомых. Компания существует официально. У нее своя линейка акустических систем. И вот здесь я в первый раз поднял бровь. Ее продукция продается за пределами Турции, через зарубежных дистрибьюторов. То есть где-то в Европе стоит человек, слушает музыку через эти колонки и понятия не имеет, что к ним имеет отношение Султан Сулейман. Но самая невероятная деталь впереди. Однажды Халит Эргенч оказался на съемочной площадке фильма «Том и Джерри», того самого, от Warner Bros. В Лондоне. Актер такого уровня на голливудской площадке. Логично предположить, роль, переговоры, кастинг. Нет.
Он приехал туда как представитель своей компании, принимал акустику, занимался установкой, следил за тем, чтобы техника хорошо смотрелась в кадре. Сам Халид называл это необычным опытом, и я его понимаю. Только представьте эту сцену. Вокруг работает съемочная группа большого голливудского проекта, а один из главных актеров Турции стоит в стороне и проверяет, ровно ли стоят колонки, не как звезда, как мастер, который отвечает за свое дело. Вот теперь та самая цифра, о которой я говорил в начале выпуска. Когда я стал проверять, что это за сегмент, наткнулся на данные турецкой прессы. Стоимость отдельных моделей начинается примерно от 1500 евро и может доходить до 45 тысяч, 45 тысяч евро за акустическую систему. Я перечитал дважды, думал, опечатка? Нет, не опечатка. Это премиальный сегмент, где такие цены – норма для ценителей. Сразу уточню для точности. Это данные прессы, официального прайса компания публично не выставляет. И теперь честность, которую я обязан проговорить. Это не тайная жизнь, которую Халид скрывал 15 лет. Такие заголовки вы наверняка еще встретите, не верьте им. Он этого никогда не прятал, о проекте писали и раньше. Новость в другом. На днях Халид сам впервые за долгое время подробно рассказал об этой стороне своей жизни в интервью. И турецкая пресса буквально взорвалась этой темой. Для большинства зрителей, даже давних поклонников, это стало открытием. И знаете, что мне нравится в этой истории больше всего? Мы каждую неделю читаем, какую машину купила очередная знаменитость. Машину можно купить за один день, были бы деньги. А 15 лет заниматься одним сложным техническим делом, разбираться в нем, доводить до международного уровня, вот это уже говорит о человеке по-настоящему. Не о его гонорарах, о характере. Скажите честно, вы знали об этом? Я признаюсь, нет. Напишите в комментариях, знала или не знала. Очень хочу увидеть, сколько нас таких, для кого Султан Сулейман сегодня открылся заново. Халид удивил историей, которая 15 лет шла параллельно экрану, вдали от камеры софитов. А финальная история этого выпуска, ровно наоборот, случилась прямо перед камерой. И для нее не понадобилось ни интервью, ни объяснений, ни громких слов. Хватило одного кадра. Одного свежего кадра, чтобы миллионы людей одновременно вспомнили то, что закончилось 11 лет назад. Кенан Имирзалы Оглу. Биргюзар Карель. Снова рядом. Мы дошли до истории, ради которой многие из вас включили этот выпуск. Но начну я не с новости, начну с цифры. 11 лет. Вдумайтесь, сколько это на самом деле. За 11 лет успевает начаться и закончиться десятки сериалов. Появляются новые звезды, о которых тогда никто не слышал. Зритель успевает полюбить другие экранные пары, привыкнуть к ним, попрощаться и с ними тоже. У кого-то за эти годы выросли дети, кто-то сменил город, работу, целую жизнь. И вот через 11 лет перед камерой снова встают два человека, и все это время схлопывается в одну секунду. Кенан Имирзалы Оглу и Биргюзар Карель снова снимаются вместе. Теперь факты, все официально. Биргюзар Карель вошла во второй сезон сериала Абея. Ее героиню зовут Лейла. Кенан продолжает играть Догана. Первые кадры со съемочной площадки уже появились, и именно они разлетелись по турецкой прессе, со скоростью, которой позавидует любая премьера. Почему такая реакция на, казалось бы, обычное кастинговое объявление? Вы знаете ответ. Карадай. Кенан Махир, Биргюзар Фериде. Сериал закончился в 2015 году, и с тех пор ни одной совместной работы. 11 лет их не было в одном кадре, и вот они снова стоят рядом на площадке. Сама Биргюзар отреагировала на это возвращение очень тепло. Суть ее слов простая и очень человеческая. Прошло столько лет, а ощущение такое, будто с прошлой общей площадки они разошлись совсем недавно. И вот это чувство знакомо каждому из нас. Встречаешь человека спустя годы и через 5 минут разговариваешь так, словно виделись на прошлой неделе.
Просто у нас это случается у подъезда или на семейном празднике, а у них на съемочной площадке большого турецкого сериала, под прицелом всей прессы страны. А теперь та самая деталь, которую я пообещал вам в начале выпуска. Деталь, о которой в новостях не пишут. Все обсуждают сам факт. Снова вместе спустя 11 лет. Но настоящая сила этой истории не в актерах. Она в вас. Подумайте, когда вы смотрели «Карадай», у вас была другая жизнь, другой возраст, может быть другой дом, другие люди рядом. И когда вы сейчас видите Кенана и Бергюзар в одном кадре, память возвращает не только сериал, она возвращает вам то время, тот вечер, тот диван, тех, кто смотрел рядом с вами. Один свежий кадр, а внутри целая машина времени. Вот почему эта новость бьет так сильно. Никакой сценарист такого не напишет, это работает только с настоящими воспоминаниями настоящих людей. Поэтому я бы сейчас не спешил спорить о том, подходят ли они друг другу в новых ролях, а такие споры уже начались. Мы еще даже толком не видели их новых героев. Интернет вообще любит поженить персонажей раньше, чем сценаристы успели познакомить их в кадре. Интереснее другое. Они не повторяют прошлое и правильно делают. Это не продолжение Карадая, не встреча Махира и Фериди, это совершенно новая история с новыми людьми. Захочется Махира и Фериди, Карадай никуда не делся, можно пересмотреть. А Атабыя? Хочется увидеть, что эти двое уже с другим опытом, другим возрастом, другим весом в профессии способны сделать вместе сейчас. И у меня к вам два вопроса, пожалуй, главные вопросы этого выпуска. Первый, когда вы увидели их снова рядом, вы ведь тоже первым делом вспомнили Махира и Фериде. Напишите, что вспомнилось именно вам. И второй, вы когда-нибудь мечтали снова увидеть Кенана и Бергюзар в одном сериале? Или для вас Карадай – история, которую лучше было не трогать? 11 лет назад у них были другие герои и совершенно другой этап жизни, теперь все начинается с чистого листа. Но есть вещи, которые не нужно придумывать и невозможно срежиссировать. Два знакомых лица в одном кадре, и зритель за одну секунду проживает годы. Это уже готовая эмоция, и она уже случилась, у миллионов людей одновременно. Осталось узнать только одно, ради какой истории сценариста свели этих двоих спустя 11 лет. Вот такой выпуск получился сегодня. И знаете, что я понял, пока собирал эти истории? У них у всех, таких разных, есть одна общая черта. Ничего из этого нельзя было предсказать. Никто не знал, что сериал, закончившийся года назад, привезет своего актера в Венецию. Никто не догадывался, чем на самом деле занимается человек, которого вся страна знает как султана. И уж точно никто не мог пообещать, что спустя 11 лет два знакомых лица снова окажутся в одном кадре. Турецкий мир сериалов тем и хорош. Он не дает заскучать даже тем, кто следит за ним десятилетиями. Теперь слово вам. Какая история сегодня задела сильнее всего? Напишите в комментариях одно слово, имя или название. Я читаю все, и именно по вашим ответам решаю, за какими историями следить пристальнее. Если досмотрели до этого места, вы уже часть этого канала, осталось только нажать подписаться, если еще не нажали. Здесь не гонятся за громкими заголовками, здесь проверяют факты и рассказывают по-человечески. И поставьте лайк, для вас это секунда, а для канала большое дело. А я пойду дальше следить за съемочными площадками, потому что имя отца Серхата все еще не объявлено. Впервые серия с Кенаном и Бергюзар все еще впереди, и что-то мне подсказывает, что самое интересное только начинается. До встречи в следующем выпуске.